Всем доброго утра, мои хорошие. Начинаю новый влог. Мы с Сережей завтракаем. Пекла вчера манник с изюмом. Видите, положила изюм. Мы любим изюм. Чик. И вот решила попробовать с изюмом. Но сюда можно изюм и разные ягоды класть. В общем, все что угодно из сладкого. Вот. И с изюмчиком очень даже хорошо. Мне кажется, на второй день он даже еще лучше получается, да? Да. Вкусненький. В общем, всем доброе утро, приятного аппетита, мои хорошие. У нас кровать начала скрипеть. И сейчас Сережа решил проверить, что конкретно скрипит. Ну вот я уже слышу вот эти ламели, да, Сереж, или... Пока непонятно. Может быть, крепление даже какое-то. Сейчас будем выяснять, что там скрипит. И заодно как раз пропылесосить можно. Тут у нас нужно, да. В общем, пока не поняли, где, почему скрипит. Сейчас разобрали, нажимаем везде, нигде не скрипит. Вот в одном месте только заметили, что тут это разошлись немножко болты. Отошли. Сейчас Сережа подкрутит. Еще раз проверим. Непонятно, в общем, пока где у нас что скрипело. Еще раз постелим, еще раз попробуем, да, Сережа? Сейчас подтянем. Угу. У нас тут, вот в этом, что у нас? Сумки? Сумки. В том у нас коньки. Есть коньки? Да, там коньки были. Коньки там. Это шашлычница. Электрошашлычница. Там куртки. А здесь вентилятор и вот, что там еще? Еще сумки. Сумки дорожные. Уже не нужные, но все равно лежат. Хорошие, не выкинешь же. Сейчас все, шурупчики подкрутим. Сережа подкрутит. В общем, посмотрели, так ничего и не поняли. Ну, подкрутили пару шурупчиков. И, в принципе, все. Не скрипит, не знаю, надолго ли. Посмотрим. Ну, по крайней мере, сейчас вот Сережа проверял. Прыгал даже на кровати. Ничего не скрипит. Заодно сейчас постельное белье поменяем. И перевернули матрас. Вот. Сейчас постельное белье поменяю. И пока все. Если будет скрипеть, опять будем выяснять. То там что-то туда-сюда скачет. Туда-сюда. У нас доставка. Это будет такой шкафчик. Шкафчик-витрина для посуды моей. На кухню поставлю. Давно уже хотела. Потому что на кухне у меня стоит в разных местах посуда. И в этом шкафчике, и в этом шкафчике. Я не знаю, конечно, поместится ли все ли в один. Вот сюда, вот в этот угол хочу поставить. Он у нас всегда пустой. И такой небольшой узкий будет шкафчик. Вот, как раз доставили сегодня. Соберем и покажу вам. Болеть некогда мне. Сережа сказал, давай работать. Да, Сереж? Хватит, говорит, болеть уже. Правильно, я тоже так думаю. Поэтому собираемся силами и ставим шкафчик. Вот сейчас принесли сюда на кухню. Вот в этот уголочек поставлю. Этот угол у нас всегда пустой. Ничего туда не ставим. Вот как раз будет, надеюсь, все хорошо. Главное, чтобы все целое было, ничего не разбитое. Еще не открывали. Вот это стекло здесь. В этой, а в этой все остальное. Такой же будет коричневый, вот как холодильник, как шкафчики, как дверь. Хотела сначала светлый, потом думаю, мне тут, наверное, светлый никак. В общем, не стал заморачиваться, и такого же коричневого цвета венгер. Вот такой шкаф. Пенал. Нет, витрина, потому что стекло впереди. Уют, сервис. Вроде бы нормально пока, да? Нигде ничего не треснуто, и сколов нет. Слава богу. Так. Фурнитура здесь.
вся. Может быть, откроем, Сереж, вот этот вот. А то вдруг там это стекло расколото или, не дай бог, что-то треснутое. Вернуть придется. Ну, вернем. А, В любом так случае. Нет, а может, надо будет весь возвращать? Не знаю. Ладно, будем надеяться, что все хорошо. Про плохое пока думать не будем. Ну, если что, стекло сделаем сами. Ладно, начнем сейчас Ага. сборку. Да. Ну вот, мы закончили. Поставили сюда, мне кажется, в самый раз. Сейчас протру пыль. В шкафчиках в этих, во всех полочках протру пыль. И буду ставить посуду. Не знаю, мне нравится. По крайней мере, у меня в одном месте будет. Я не знаю, уместится ли все, но большая часть. Здесь пока еще ничего не убрали. Я обожаю собирать мебель. Мы с Сережей собирали уже этой мебели. Не знаю, говорю, нам пора открывать агентство по сборке мебели. Под ручьем, но собираем с удовольствием. Да, Сереж? Угу, кричит. Пошел инструменты собирать. А я сейчас пропылесошу и протру шкафчик. Вот, поставили на место стол, стулья. Здесь еще место есть. Здесь можно хорошо пройти. С этой стороны можно пройти хорошо. В общем, этот угол у нас как раз, я говорю, пустовал. И как будто бы давно сюда просился шкафчик. Вот. Я еще не мыла. Просто пропылесосила и поставили на место. Сейчас намою и поставлю посуду. Ну вот, мои хорошие, что у меня получилось. Сейчас покажу. Это прям, честно говоря, была моей мечтой, чтобы у меня был отдельный посудный шкафчик. Вот тарелки, бокальчики. Пока так. Тут еще пока пусто, но у меня еще полно есть вот таких вот фужеров разных. Вот, может быть, я и сложу еще. Да. Пока так положила, потому что по мере использования будет понятно, что мне чаще нужно, что меньше, и разложу так уже как надо. Сейчас пока так разложила, намыла, все. Я вообще довольна, я не знаю, моя мечта сбылась. Новая посуда, новый шкафчик. Я тут разгружаю посудомойку и вспомнила про таблетки, что показывала вам таблеточки. Вот эти вот мы сейчас используем. Для пробы взяли 25 штук. И, знаете, я никакой разницы не заметила. Мы раньше финишем пользовались. Вот, тут даже написано финиш. Вот. И сейчас вот этими уже неделю пользуемся, даже больше, наверное. И, в принципе, точно так же хорошо отмывают. Вот. И еще взяли мы соль, вот такую, для посудомоечных машин. Улучшает работу посудомоечной машины. Вот сюда вот ее засыпали. Вон туда. Вот. Туда много так помещается. Это, наверное, на сколько-то недель, может быть, не знаю. Вот. Вот здесь вот защищает от накипи и известкового налета, повышает эффективность моющих средств, облегчает воду, устраняет потеки. Вот. И заметила тоже, что лучше стало отмывать. И еще ополаскиватель. Придает посуде блеск, сияние без потеков. Так, вот. Не содержит красителей и ароматизаторов, предотвращает образование налета, устраняет неприятные запахи. Вообще никакого запаха практически нет. Устраняет запахи, не знаю, у меня и так запахов особо не было. Вот сюда вот его заливаем. Ну, его прям немножко надо заливать. Ну, вот этот, кстати, ополаскиватель я не так часто использую. Через раз, наверное. Но, в принципе, я заметила, что очень хорошо стало все отмывать. Вот лучше даже, чем просто с финишем. Вот, сейчас вытащу посуду. Это я показала
Вот показала, что мы сейчас... Это сын у меня изучал вопрос. Сказал: мама, мы не все кладем. Давай еще. Вот, и вот он соль купил и ополаскиватель. Ну, я как бы знала, что что-то надо еще класть, но не вникала. Вот, а он занялся этим вопросом и сказал: надо. Опять у меня доставка из Перекрестка. Сейчас распакую и покажу, что заказала. Картошка, молоко, кофемашина выключилась. Так, продолжим. Барни, здесь 5 штучек. Хлеб черный, половинка батона и половинка черного тоже. Так, яйца, сметана, творожок вот такой, творожок вот такой, вот такой, сыр. Каждый раз заказываю разный, пробуем. Что-то мне в последнее время не нравится вкус сыров. Вот, в этот раз Маздам. На вид вроде прикольный. Так. Попробуем. Дальше бананы, морковка, яблоки. Одни у нас... Ой, какие же у нас? Крипс Пинк. А другие Гала. Вот. Так, печенье курабье. Вкусное очень печенье у них. И овсяное печенье. Перекресток тоже. Овсяные я не особо люблю. Детишки любят. А курабье понравилось всем. Так. Вот такой заказик. Сейчас буду готовить что-нибудь. Никита с Дианочкой, наверное, будут прибираться. А я буду готовить. Мои хорошие, снимаю уже на следующий день. Забыла сказать. Сегодня Сережа на работе. Дети дома, потому что выходной. Я вот собралась готовить. Давно не варила суп-пюре. Сегодня у меня будет такой с тыквой, кабачок, картошка, морковка, лук. Вот. Все это для супа-пюре. Сейчас нарежу кубиками и отправлю вариться. Вот. У нас сегодня такая погода. Смотрю, все тает. Сейчас плюс 6 на улице. Вообще все сразу активно стало таять, такие лужи. И чернота вот эта вот появляется. Черный снег, грязь. Не очень, конечно. Вот. Что? Себя не показываю, но хороший. Видок еще тот. Еще болею. И не скажу, что прям плохо, но все равно не очень, короче, состояние. Вот. И не показываю свой фейс. Сегодня у нас выходной, я сказала уже, да? И у Есени сегодня веселуха. Отмечают день рождения с подружками в игровой комнате со всякими там развлекухами. В общем, сама не знаю ничего. Там мы еще не были в этой развлекаловке, комнате развлечений для детей. Вот. Даже не знаю, что там. Попросила Ирину присылать мне видюшки, но пока нету. Наверное, заняты. Если что-то будет интересно, я вам покажу, потому что мне самой интересно. Мы на всех мероприятиях с Есенией бывали, но вот сегодня так получилось. Я заболела, Сережа на работе, и поэтому сегодня мы не присутствуем. Вот, очень жалко, конечно. Ну, ладно, впереди еще много праздников. Ничего. Вот, и, в общем, я продолжаю. Сейчас буду все резать на кубики и варить супчик. И потом еще на второе что-то буду готовить. Супчик у меня, ну, пока овощи только варятся на суп-пюре. Здесь я уже приготовила чашу мультиварки. Здесь у меня фарш. Немножко совсем добавила риса и лук.
Соль, перец, все. А, яйцо еще. Буду делать тефтельки. Вот буду добавлять между ними, ну, буду перекладывать тефтельки луком и морковкой. И все буду тушить в мультиварке. Все, я сложила тефтельки, лук, морковку, налила воды, сметанку, кетчуп положила немножко и специи, лаврушку. Все, сейчас поставлю тушиться. Овощи сварились. Сейчас поработаю блендером и добавлю в этот раз сметану, а не сливки. Как-то со сметанкой мне больше нравится. Немножко такой кислиночки придает. Еще лук зеленый не добавила. Сейчас добавлю зеленушку. Так, добавила. И поехали. Вот такой красивый супчик получился. Сейчас немножечко надо прокипятить, потому что сметана холодная была. Ну, прям до кипения доведу, и все, и будет готов суп. Суп-пюре. Тефтельки тоже готовы. Мы уже покушали. Очень вкусные получились. Чуть-чуть перца, мне кажется, много положила, но нам нравится с перцем. Так что все готово на сегодня. У нас уже вечер, мои хорошие. На сегодня прям много дел сделала. Еще поубиралась в шкафчиках немножко на кухне. И вот села сделать себе масочку. Приняла уже душ, намылась. И думаю, надо маску сделать. Давно не делала. Вот такую сейчас сделаю. Гиалурон. Нет, гиалурон, правильно. Гиалуроновую. От Фаберлик. Не дай бог ночью увидеть такое чудо. Какие-то лекала странные у этой маски. А может, нормальные? Я не особо часто маски покупаю. Ну, бывают прям такие идеальные. Ну, это ничего еще. Бывает вообще вот глаза узенькие, и приходится даже разрывать. А тут можно хоть глаза открыть, губы открыть. Вот. В принципе, влог хотел закончить, но сейчас жду еще. Ирина видео пришлет, и я немножечко ставлю, если она, конечно, не забудет. Жду, пока еще не прислала ничего. На счет 3 мы пробуем вот этот первый напиточек. И стараемся его отгадать. Готовы? Нет, вы только назад подойдите вот так. Мы должны увидеть, что вам там намешали какой-то. Ребята, пока остальные не подсказываем, что там написано. И вы прям старайтесь не говорить об этом. А вы не подглядывайте. Шаг назад сделайте, не видно ничего. А вот с этой стороны вставай, увидишь. Так, давайте пробуем. Одна уже пьет. Давайте, пьем. Так, пьем. Мы думаем, что это? Кому вкусно? Думаем, что это? Бульон, куриный, молодец! Не подсказывайте. Соленые огурцы. Ну-ка попробуйте до конца, нормально попейте. Ну что? Все вместе.